Рад приветствовать всех гостей и подписчиков моего канала, а также всех садоводов-любителей в этот теплый и солнечный день 12 июня 2020 года в городе Астрахань. Несколько дней назад в нашем городе, так же как и по всему югу России, установилась аномальная жара. Днем температура доходит до 42 градусов тепла. В своих комментариях вы часто пишете, что хотели бы видеть полный обзор моего сада. Также вам не безинтересно узнать, как же на площади всего в 1 сотку уместить около 50 плодовых деревьев. Поэтому я вас прошу, после просмотра моего видео напишите, пожалуйста, в комментариях, действительно ли площадь моего сада составляет 1 сотку. Мне будет очень приятно. Перед нашей мини-экскурсией по саду я посчитал количество плодовых деревьев. Вышло 52 дерева, а также 12 кустов малины и смородины. Ну что же, давайте не будем терять времени и приступим к обзору моего небольшого, но уютного сада, состоящего из клоновидных плодовых деревьев, в особенности клоновидных яблонь. Давайте начнем с улицы. Итак, первое дерево, это дерево вишня, было посажено 2 года назад. Вот сейчас она уже довольно-таки неплохо выросла, ну, конечно же, плоды. Это у нас клоновидная слива. Плоды есть, но немножко меньше, чем в прошлом году. Также была посажена 2 года назад. Рядом с клоновидной сливой дерево слива. Ну, про это дерево я рассказывал в своем видео, как я производил обрезку. Это дерево старое, было посажено около 15 лет назад, но обрезкой я придал ему вот такую форму, довольно неплохую. Плоды есть, но довольно-таки немного. Рядом со сливой дерево груша, была посажена в прошлом году. Ну, таким образом я его веду. Делал обрезку 2 раза. У калитки еще одно дерево груша, это карликовое дерево. Было посажено в прошлом году. Итак, на улице у нас 5 плодовых деревьев. Итак, мы зашли во двор. Ну, вот можете оценить, сколько это место занимает по площади. Слева у нас клоновидная слива. Рядом с клоновидной сливой дерево черешня, тоже 3-летка. Но видите, уже достигло приличных размеров. Прирост этого года был мною удален совсем недавно. Также удалю прирост и сверху. Хочу, чтобы дерево было компактным. Рядом с черешней растет войлочная вишня. Ветки уже склонились под тяжестью плодов, но уже скоро сбор урожая. В моем саду очень много вишень, причем разных сортов. Вот, как сами можете видеть, рядом с войлочной вишней другое дерево вишни. Вот в прошлом году рядом с вишней я сажал смородину. Вот она. Но пока плодов нету. А вот здесь плоды есть. Смородина, видите. Вот еще 2 смородины. Здесь плодов нету. А вот здесь немножечко есть. Рядом дерево черешня. Но это дерево было посажено в прошлом году. То есть оно еще не столь большое. Итак, давайте начнем теперь с правой стороны. Вот дерево вишня. Рядом с вишней это карликовая клоновидная груша. Она была посажена 2 года назад. Плодов пока нету, но мне кажется, что на следующий год плоды обязательно будут. Ну, вроде бы себя прекрасно чувствует. Далее у нас посажена клоновидная яблоня. Это 3-летка. В этом году яблоко одно есть. Но здесь солнце бывает редко, после 2 часов примерно. Поэтому урожай здесь немного меньше, чем на освещенной стороне сада. В 50 сантиметрах от клоновидной яблони вот такая вот черешня. Я также произвел обрезку, чтобы черешня была вот такой формы.
На следующий год, чувствуется, будет урожай. Рядом с клоновидной черешней, также на расстоянии полуметра, вот вы видите, клоновидная карликовая груша. В год примерно прирост около 20-30 сантиметров. Может, чуть больше немножко. Такое аккуратное маленькое деревце. На расстоянии полуметра от клоновидной карликовой груши растет клоновидная яблоня. Посажена в прошлом году. Очень даже неплохая. Вот видите, центральный побег из верхушечной почки пошел хорошо этой весной. Ну, плодов, естественно, пока не было. Через полметра очередная клоновидная яблоня. Это трехлетка уже. Одна из самых высоких клоновидных яблонь. Урожая в этом году, к сожалению, не было. На следующий год завязаны плодовые образования. То есть на следующий год будет урожай. Ну, арматуру я использую в качестве подпорки, потому что дерево, видите, какое высокое, просто может шататься от ветра. Вы часто меня спрашиваете в комментариях, на каком же расстоянии высаживать клоновидные яблони. Вот я вам наглядно показываю. Полметра. Полметра от этой клоновидной яблони еще одна. Только это посажено в прошлом году. Конечно, урожая нету, но надеемся, на следующий год будет. Очередные полметра, и мы вот видим карликовую клоновидную грушу. Пока плодов нету 2 года, но жду. Жду, на следующий год, по-моему, будут. Очередные полметра, и вот мы видим очередную клоновидную яблоню. Отличный центральный побег, вышедший из верхушечной почки. На следующий год, видите, образованы плодушки. Это будут яблоки. Ну, довольно-таки много плодушек. Очередные полметра и очередная клоновидная яблоня. Это уже трехлетка. Ну, солнце бывает редко, конечно, поэтому урожая нету. Ну, надеемся, будет на следующий год. Тем более, вот видите, плодушки есть. Ну, это у нас самое большое дерево абрикос. Всего их 2. Вот это первое большое дерево, это 7-летка. В этом году очень много абрикоса. Итак, мы пробежались быстренько по этой части сада. Теперь добро пожаловать в центральную часть сада. Здесь у нас немножко малины. Ну вот, собственно, и центральная часть сада. Итак, давайте сначала заглянем вот в этот уголок. Это у нас груша, посажена в прошлом году. Это у нас клоновидные сливы, тоже прошлогодние посадки. В этом году отличный урожай слив. Всего у меня 4 клоновидные сливы, но эта слива самая лучшая, самая красивая, и плоды у нее самые-самые. По-моему, вы не будете со мной спорить. Рядом дерево вишня, но этому дереву уже лет 6. В этом году как никогда много вишни. Поливал всего 1 раз, буквально неделю назад. Подкармливал тоже всего 1 раз, тоже неделю назад, так как провел хороший влагозарядный полив осенью прошлого года. Но можете для себя отметить, что нет никаких признаков заболеваний, тем более монилиоза. Рядом с вишневым деревом растет вот такая черешня, которую я посадил в прошлом году. Конечно же, она чувствует стеснение здесь, но я каким-то образом постараюсь ее сделать небольшой. Ну, что-нибудь придумаем. Дерево — живой организм, избавляться от него тоже не хочется.
Тем более оно, видите, как хорошо выросло за год. И вот и смена большому дереву вишни. Вот маленькая вишня. Сама собой вышла, но я решил ее не трогать, пускай растет. Итак, здесь у нас войлочные вишни. Урожай я собрал буквально 6 дней назад. Это был первый собранный урожай войлочной вишни. Рядом с войлочной вишней у нас растет карликовая яблоня. Была посажена в прошлом году, таких дерева 2. Ну, какие будут плоды, узнаем ближе к осени. По всей видимости, созревание плодов будет в августе. Видите, они какие пока мелкие. Возможно, это сорт, который мы раньше называли китайка. Была обработана от тли в этом году. Видео вы могли видеть у меня на канале. А можете сами посмотреть. Совершенно нет никаких признаков тли. Средство Valium Flexi, инсектицид, которым я обрабатывал на деревья 2 недели назад, он оказался действенен против тли. Недалеко от карликовой яблони мы видим грушу. Я ее покупал как клоновидную, но, конечно же, мне продали ее не как клоновидную. Это явно не клоновидная груша. Посмотрите, каких она размеров. Я ее обрезал очень сильно в этом году. Весь прирост этого года я обрезал. Вот смотрите, весь. Примерно в метре от этой груши вот эта вот карликовая яблоня. Очень хороший саженец. Это мне привезли из Кавказа. Посмотрите, как он пошел. Особенно после обработки от тли. Очень даже неплохо пошел. На нем тоже была тля. Сейчас никаких признаков, как вы видите. Я его хорошо полил, подкормил. И вот так прекрасно даже на 42-градусной жаре это дерево выглядит. Вот у нас яблочко спряталось. Итак, идем дальше. Что же у нас за грушей? А за грушей у нас 2 вишни, параллельные друг другу. Одинакового сорта. Я их сделал вот таким, как декоративным кустом для красоты. Ну, плоды есть тут, вот видите. Ну, их немного. В принципе, посажено совсем недавно. Тли нету. Я обрабатывал. Все нормально. Рядом с вишней, вот в этом месте у нас растет войлочная вишня. Это у нас 3-я войлочная вишня. 2 мы уже посмотрели. Но вот здесь был урожай, будет, наверное, даже сегодня или завтра. Потому что на жаре нельзя долго оставлять плоды войлочной вишни. Они просто сохнут на ветке. Ну а так они уже очень даже красные. Недалеко от войлочной вишни еще 2 вишни. Посмотрите, 3 разные сорта вишни. Войлочная вишня, вот вишня. И вот еще одна вишня. Это тоже с Кавказа. Совсем другой сорт, видите. Параллельно этому дереву вишни еще одна вишня такая же. Это у нас клоновидная яблоня. Вот видите, прямо рядом с вишней. Ну, посмотрите, какой центральный стволик. Хорошая была верхушечная почка весной. Но на следующий год будет урожай. Вот видите, плодушки. Расстояние около 60 сантиметров. Еще одна клоновидная яблоня. Также посажена в прошлом году. Основной ствол идет вот один. А был всего 3. Вот у нас плодушки на следующий год. Через полметра еще одна клоновидная яблоня. Также посажена в прошлом году. Тоже очень много плодушек на следующий год. Так как яблок в этом году нету, соответственно, все силы клоновидная яблоня копит на будущий год. На новый урожай. Вот видите, по стволу сколько плодушек. Ну и смотрите, какой идеальный центральный побег у нас. Рядом с 3 клоновидными яблонями, которые я вам только что показал, у нас растет клоновидная слива. Это самое высокое, самое большое дерево. Это 3-летка. В прошлом году урожай был 7 плодов, в этом году значительно больше. Плодов хватает.
Такое вот красивое, грациозное дерево клоновидной сливы. Ну, примерно в сантиметрах 80 от клоновидной сливы еще одна карликовая яблоня, тоже саженец с Кавказа. Тоже с ним все хорошо, обрабатывалась от тли, так же, как все клоновидные карликовые яблони. Вот посмотрите, ни одного следа от тли нету. Рядом с яблоней смородина. Ну, есть урожай. Но в этом году тоже на смородину напала и тля. Ну, вроде бы удалось справиться, но на будущий год я буду знать, что надо принимать более действенные меры. Ну, а вот это, видите, как, скорее всего, горит на солнце. Вот как раз солнечная сторона светит сюда. Неподалеку от смородины вот это вот клоновидная яблоня. Самая лучшая яблоня. Гордость сада, можно так назвать ее. В этом году урожай у нее на верхушке. В прошлом году был в середине. В полуметре от клоновидной яблони вот у нас смородина. Тоже растет на самой жаре. Испытывает, конечно, она температурные воздействия очень приличные, поэтому ее надо поливать очень часто. Рядом со смородиной у нас самая большая карликовая яблоня. Самая красивая, самая раскидистая, самая-самая. Возможно, придется укреплять ветки, потому что под тяжестью плодов они могут обломиться. Вот видите, одна ветка уже склонилась под тяжестью яблок. Что же у нас за карликовые яблони? У нас смородина здесь, тоже с плодами. Рядом в полуметре, вот видите, еще одна карликовая клоновидная груша. Опять же, по моему ощущению, на следующий год можно ждать урожая, потому что урожая не было 2 года. Вот видите, скорее всего, вот это вот плодовое образование. И вот эти тоже. Вот кто скажет, что это не карликовая клоновидная груша? Давайте вот, кто не согласен со мной, напишите в комментариях, что клоновидных груш не бывает. Будем спорить. Видите, расположены плодушки на стволе, так же как у клоновидной яблони. Это признак клоновидного дерева. Это у нас абрикос, совсем рядом с грушей. Это трехлетка. В этом году, ну, неплохой урожай абрикосов. Ну, не сказать, чтобы очень много, но для своих 3 лет, я думаю, это достаточно. Не поверите, ни разу не обрабатывал ни от чего. Ни от манилиоза, ни от вредителей, ни от болезней. Ни от чего не обрабатывал. Сейчас уже обрабатывать поздно. Если бы даже был манилиоз, плоды уже приличные. Вот. Итак, что же у нас за абрикосом? А за абрикосом у нас в тесноте да не в обиде волочная вишня. Это 4-я волочная вишня. Тоже посмотрите, как ветки склонились под тяжестью плодов. Но уже через день-два точно надо будет собирать урожай, потому что это дерево растет на самом пекле. Поэтому плоды могут просто высохнуть, если вовремя их не собрать.
Замечательные плоды у войлочной вишни. Вкус необыкновенный. Скажу вам сразу, в этом году уже пробовал, потому что был сбор урожая. Видео будет отдельно об этом. Вот видите, войлочная вишня немного вышла за границы яблони. Ну, ничего страшного. Рядом с абрикосом и войлочной вишней у нас клоновидные яблони. Это у нас трехлетка, 6-я трехлетка. В этом году есть урожай, он на самом верху. Ну, примерно в сантиметрах 70. Вот черешня. Черешню я тоже прирост этого года обрезал. Вот видите, на следующий год у нас урожай уже будет. В этом году ничего нет, ну потому что оно только посажено было в прошлом году. Видите, как сильно разрослось. Ну вот совсем рядом, примерно в сантиметрах 70, еще одна карликовая яблоня с этими мелкими плодами, размер которых мы узнаем наверняка ближе к началу осени. Возможно, придется провести еще одно нормирование и от части плодов избавиться, потому что столько плодов карликовая яблоня, по всей видимости, не осилит на второй год после посадки. Примерно в полуметре от этой карликовой яблони еще одна клоновидная яблоня. Это осенний сорт, сорт Семеренко. Я сажал ее в июне, приобретал закрытой корневой системой. Это единственная клоновидная яблоня, которая была приобретена закрытой корневой системой. Это специально посаженная для матери, так как врач прописал ей зеленые яблоки. И вот как раз одно яблочко у нас в этом году есть. Вот оно. Для поднятия гемоглобина. Было 3 яблока, от 2 яблони избавилась. То есть таким образом яблоня мудро регулирует урожай. Она не справилась с 3, но оставила одно. Примерно в полуметре от этой клоновидной яблони еще одна клоновидная яблоня трехлетка. Вот она, завершающая. Ну что можно сказать о ней? Ну, урожай довольно-таки неплохой, около 10 плодов. Вот была оставлена одна верхушечная почка, один побег центральный. Ну вот, собственно, на этом обзор сада подошел к концу. Вот можете еще раз посмотреть и сказать, какая же все-таки площадь сада. Ну вот подошел к концу обзор моего сада. Повторяю свою небольшую просьбу. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какова же истинная площадь моего сада. 1 сотка или все-таки больше. Мне будет очень интересно знать. На этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, так как впереди вас ждет много интересного и полезного. С уважением, ваш Ренат.